Всем привет, с вами Руслан на связи. Сегодня мы поговорим про карточку ARP и как ее продлить в онлайн режиме. Раньше все утверждали, то есть многие говорили, что не нужно ее продлевать, она и так работает с помощью желтого листа, туда-сюда. Короче, как-то шито-крыто непонятно. Но теперь у людей, у которых эта карточка не продлена, и они, например, хотят открыть банковский счет, у них начинаются проблемы. Даже у некоторых людей, которые хотят устроиться на работу, когда они предоставляют эту карточку, а срок действия уже истек, по законам Ирландии этот человек находится в стране нелегально. И не каждый работодатель хочет вникать во все эти тонкости, да, временной защиты. Так что давайте все-таки мы будем продлевать карточки, будем жить здесь в легальном поле, а не слушать разных блогеров, которые рассказывают, либо различные телеграм-группы, которые говорят, не продлевайте, все у вас работает, все хорошо. А теперь куча сообщений сыпется о том, что Revolut не хочет открывать счет. Там сказали, не хотят принимать на работу, потому что они не понимают ваш статус. Если ваша карточка, у вас есть эта карта ARP, она обязана быть продлена. Вот в этом видео я расскажу, как продлить в онлайн режиме, что же такое вообще ARP, для чего она нужна. Смотрите, дальше будет интересно. По традиции попрошу каждого подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий по поводу, были ли у вас какие-то проблемы с тем, что у вас карточка ARP была не продлена. То есть напишите свой опыт, очень интересно, так как в чатах в интернете много информации о том, что у людей случаются проблемы у тех, которых карточка не продлена, то есть у которых уже срок действия истек. И по законам Ирландии они находятся здесь уже в нелегальном поле. Жду ваших комментариев, также ваших лайков и подписок. Так, сразу хотел бы начать с того, чтобы вы в комментариях написали свой опыт, то есть те люди, у которых были какие-то проблемы с карточкой ARP, первое с получением, да, второе с тем, что у вас уже вышел срок, да, действия, и вот вы хотели открыть банковский аккаунт, либо устроиться на работу. Были ли какие-то вопросы по поводу того, что ваша карточка уже недействительна по законам Ирландии, то есть срок действия ее истек, а вы ее не продлили. Были ли к вам какие-то вопросы и как вы на них отвечали? Просто интересно ваш опыт, да, чтобы люди почитали и понимали, как себя вести. Понятное дело, что там есть, да, специальный протокол, который указывает на то, что все работает, и желтый лист работает до конца временной защиты, то есть до марта 2025 года. Но не каждый работодатель, не каждый банк будет в это вникать. Вы понимаете, что любой работодатель может отказать вам без либо какой причины. Он ничего вам не должен. То же самое и банк. У них прям подписано, он может отказать вам в предоставлении услуг. Так что запоминаем, любой документ нужно продлевать. Добивайтесь этого, понимаете? Не слушайте тех, как говорится, людей, которые здесь уже живут, кстати, по 10-15, а то и более лет. Это они в чате, особенно в этом самом большом чате, Телеграме, они утверждали, да не нужно ничего менять. Нет, все работает. А потом, как увидели проблемы, как само правительство уже выкатило официальную информацию о том, что нужно менять, можно менять, и главное, бесплатно можно менять. И еще в онлайне можно менять. Они сразу подсуетились и уже всем да-да-да, меняйте, все-все-все. А раньше утверждали, не нужно ничего менять. Эта карточка ничего не значит. Это просто кусочек пластика, который заменяет желтый лист. Ребятки, нифига. Это официальный документ, вы понимаете? И после того, когда закончится временная защита, с помощью вот этой вот карточки вы будете здесь на официальных основаниях. То есть вы будете ее продлевать и тут уже оставаться с помощью этой карты. Желтый лист, ясно дело, вы положите в папку себе на память. Но вот эта вот карта, она все здесь решает. И эти люди, которые писали, которые держат эти чаты большие, да, которые там создали, да, они там нормально все создали, молодцы, там комьюнити туда-сюда, они тоже живут, поверьте, по этим картам, и они их продлевают тоже каждый год, у кого как, кому на год, на 2, кому на 5, а кому и на 10. Так что не нужно советовать такие плохие советы людям, своим же. Все здесь нужно продлевать. Ирландия очень в этом плане такая страна, да, она вот по бумажкам жестко, у нее все четко. Если где-то там хоть одна дата или одна закорлючка неправильно, тебе откажут. И в гражданстве, и во всем, что хочешь. Тут документы должны быть все четенько. Как говорится, без бумажки ты какашка, а с бумажка человек.
И вообще, ну, это не обсуждается. И про Ирландию это в первую очередь. Тут вот Германия, Ирландия, все вот эти вот страны, они очень скрупулезно придираются к документам. Вы что, находиться в стране с просроченной картой, вы серьезно? Идти на работу устраиваться, вы серьезно? Ирландцы всю жизнь, они не знают про временную защиту, не каждый про это знает, а ему не интересно даже в это углубляться, как и про программу ARP, да, то есть нужно все рассказывать, но вы понимаете, вы будете выглядеть дурачком, если вы будете там кучу всяких этих веб-сайтов показывать, каких-то там разрешений, просто в онлайне взяли, заявочку кинули, по почте получили новую карточку, все, добро вам, счастья, позитив. Почему люди не снимают такие видео, почему люди не рассказывают про полезные вещи. И про то, что вот эта вот карточка ARP это главный документ для всех людей, которые приезжают, которые там беженцы, неважно, ты-то потом международную защиту ты возьмешь, потом все равно ты получишь эту карту, если ты захочешь остаться здесь на легальных основах. Irish Resident Permit. Все. Другое не обсуждается, ребята. У каждого должна быть эта карточка, и после того, как защита временно закончится, все мы будем ее продлевать обратно и подтверждать, понимаете, и там уже будут, конечно, веселье, да, самое веселое будет потом, потому что тебе нужно будет подаваться на специальный штамп, а каждый штамп, он подходит под разные параметры, то есть там ты специалист, не специалист, восстановление семьи, обучение, то есть учеба и так далее. Вот там уже каждый будет сам за себя, но сейчас все пока есть в одинаковых условиях. И податься все могут бесплатно и продлить ее до марта 2025 года. Ну нет, 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 ребята, я не могу никак без рекламы, никак. Я не могу не посоветовать вам отличный сервис по переводу денег с одной карты на другую. То есть, если у вас есть карта Европейского банка и вам нужно перевести деньги на карту украинского банка, лучше сервиса, чем Paysend, нету. Я повторял и буду повторять, лучший курс и моментальные переводы. У меня есть огромный ролик, где я показываю от А до Я, как пользоваться этим сервисом. Переходите в описании к этому видео, и там будет мой промокод и ссылка моя для регистрации. Также она будет вверху вот здесь. Вы можете перейти и зарегистрироваться. Если вы это сделаете, от 1 до 5 переводов вам будет бесплатно. То есть вы воспользуетесь этим сервисом полностью бесплатно. Вы увидите все его преимущества и поймете, нужен он вам или нет. Поверьте, я советую только проверенные сервисы, которым сам лично пользуюсь. Paysend меня еще никогда не подводил. Регистрируйтесь и переводите деньги с умом. Как вы видите, карточка вида изменилась, и теперь она выглядит вот так вот. То есть с 1 марта 2022 года, видите, вводится новая версия, и все украинские беженцы, которые находятся в Ирландии, большинство из них получило уже такую карту. Многие еще не получили. Кстати, могу сказать, в том числе и я, и моя семья. Мы не получили, потому что мы приехали в первую волну. Мы не заезжали ни в какие сити-весты. Нам помогли сразу снять жилье, то есть мы сами снимаем жилье с первых дней, вот просто с первых дней. Мы не пользовались никакими ни бенефитами, никакими АРП, никакими временным, никаким жильем, ни расселением, ничем. То есть мы не были в сити-весте, мы желтый лист получили после 2 месяцев. Как вы знаете, вы можете сюда приехать на 3 месяца на легальной основе, то есть по безвизу, потому что безвиз пока отменен для украинцев. Вот мы приехали типа по безвизу, мы не просили никакой защиты, ничего, и потом просто после этого поехали спокойненько, получили желтые листы, когда уже обосновались, обжились там, работа туда-сюда, то есть все дела без проблем. То есть вот так вот мы поступили, и получается из-за этого у нас нет карточки, потому что мы где-то там в конце списка, мы не сдавали вот эти вот, получается, отпечатки пальцев и так далее. То есть, и, ну, дай бог, чтобы мы вообще получили ее до конца временной защиты. То есть, как-то так. Я уже писал, запишу, кстати, ролик о том, если у вас тоже такая ситуация, как у нас, куда нужно писать, куда нужно обращаться. То есть, я уже написал, куда надо, жду ответа, но пока ответа нету. Надеюсь, конечно, на лучшее. Надеюсь, карточка у нас будет, потому что, ну, по факту должны всем предоставить эти карточки до конца срока временной защиты. Карточка теперь выглядит вот так вот. Поставьте лайки все, у кого есть эта карточка, кто уже обладает прекрасной карточкой под названием Irish Resident Permit. Это очень важный кусочек пластика, да, который позволяет вам находиться в этой прекрасной зеленой стране на легальных основаниях.
Теперь переходим на официальный сайт иммиграционной службы. Этими делами, этими всеми картами, разрешениями, чтобы находиться в этой прекрасной стране легально, занимается этот департамент. Мы переходим на официальный, раздел, где рассказывается вся информация для тех, кто получил временную защиту, кто хочет ее продлить и так далее. То есть, конечно же, в описании к этому видео ссылочка будет внизу, чтобы вы могли перейти и тоже ознакомиться и сделать все эти шаги для того, чтобы продлить себе карточку эту еще до 4 марта 2025 года. Как вы знаете, защита работает до этого. И вот видите, сразу даже вот тут вот в конце, видите, вот тут вот это вот введение, уже пишут, видите, потому что, значит, эти случаи были по-настоящему. И обратно же, я осуждаю тех людей, которые утверждали, не нужно писать, не нужно спрашивать, зачем вы пишите в департамент по 20 сообщений, не нужно и продлевать эту карточку. Ну, как оказалось, люди, которые спрашивали, которые писали, были правы. А те люди, которые здесь сидят уже десятилетиями, которые такие хорошие, добрые, советы такие дают, они были неправы. И в большинстве случаев они неправы. Они как будто специально хотят, знаете, чтобы поменьше людей смогли здесь остаться. Их это так бесит. Типа, вот как мы такие, тут уже 10 лет, все по крошечкам собирали, сюда приезжали, а вы такие раз и на матрас такие, все. Я думал, все должны наоборот друг другу помогать, и все уехали не от хорошей жизни. Я, например, моя семья, мы из Донецкой области, если что. Из Донецкой области. Больше пол области уже оккупировано, и все идет дальше. К нашему городу все ближе и ближе. То есть вы серьезно? И вы не хотите помогать тем людям, которые реально убежали от войны? Я думал, что в этом смысл. И все люди сюда приехали, от войны убежали. И нам нужна помощь. У меня было в Украине бизнес, жилье, своя квартира, ремонт, друзья, все, что хочешь. То есть там была моя жизнь, центр моего всего мира. И я приехал вот здесь сейчас, и мне кто-то рассказывает, то не делай, да тебя не оставят. Ну, такие хорошие вот реально ребята, вот серьезно, я бывает смотрю просто, доброта наших людей просто меня поражает. Ладно, отступление маленькое. Ну ничего, мы прорвемся, мы, блин, останемся, все будет четенько. Ребята, вот это сообщение прекрасное, которое гласит о том, что всем нужно реально продлевать эту карточку лучше для того, чтобы у вас не было никаких проблем, и с открыванием счета, и с устройством на работу. Работодателям следует обратить внимание, если ваш сотрудник является бенефициаром временной защиты, срок действия его карты ARP истек, и он ожидает ее продления, то по закону он может оставаться в государстве и выходить на рынок труда на основании сертификата временной защиты. Обратите внимание, что все сертификаты временной защиты действительны до 4 марта 2025 года, независимо от даты, указанной в сертификате. Видишь, им даже пришлось делать вот это вот разъяснение. Вы понимаете, то есть потому что, еще раз повторяю, ирландец, он берет карточку, он даже берет твой желтый лист, там все просрочено. Как? Ну, что ты тут делаешь? Я не понимаю, как. Ты показываешь ему, рассказываешь, он не хочет в это вникать, он думает, что, как, а потом что с тобой делать? Оно продлится, не продлится, куда, зачем, почему и как. То есть человек не хочет напрягаться. Ирландцы не такие, они такие легенькие, они не хотят вот все в это голову себе лишним забивать. Зачем им это надо? Дал карточку, есть дата, молодец, let's go work, иди работать маленький, все. Вот видите, дальше. Продление миграционной регистрации. В качестве, то есть временной защиты, вы можете продлить свою карту ARP онлайн. Плата за продление карты не взимается. А вот всем остальным, чтобы продлить карточку, 300 евро. 300 евро нужно заплатить. То есть, и после этого вы сможете податься на продление. То есть только податься. Это, если вы заплатите, это не значит, что вам 100% ее продлят. То есть вы должны доказать, вы должны предоставить все документы. Если все четко, вы попадаете под все параметры, вам продлят и пришлют ее обратно. То есть дальше будет указано, какие документы нужно предоставить, что нужно сделать для того, чтобы продлить эту карточку онлайн. Теперь мы
продвинулись вперед, да, и будем вот, типа, что тут нужно вам для того, чтобы все это сделать, да, какие документы и какие манипуляции сделать. Я не могу вам показать весь этот процесс, потому что карточки у меня самого нету. Если бы она у меня была, да, если там вышел бы срок, я бы все это сделал и показал вам все в онлайне, записал, в смысле, на видео, и все бы понимали все этапы. Я этого сделать не могу, но там все легко и просто. То есть главное, что вам нужно знать, это какие документы копии сделать. То есть отсканировать их, да, либо сделать хорошее фото и с помощью программы сканера превратить вашу фотографию тоже в сканирование. Я поначалу пользовался, да, в смысле, ходил, сканировал там на флешку, перекидывал, а потом, ну, как бы обновился, да, и, ну, более новый телефон, и качество фото стало намного лучше, плюс освещение сделал, да, купил, и реально теперь я не пользуюсь, как говорится, не хожу сканировать, реально хорошее, когда освещение, вы фоткаете фотографию, то есть фотоете свой документ, фотографию потом через специальную программу прогоняете, и вот вашу фотографию превращает в отсканированный документ. То есть он ничем не отличается в прямом смысле. Эти документы уже отсканированные с помощью телефона отсылал в различные департаменты, там что-то переоформить, что-то сделать, и все оно подходило, все принималось, то есть все окей. Я к тому, что если у вас там хороший телефон с хорошей камерой, то вы сможете все сами это сделать. Там копию временной защиты, то есть это желтый лист, копия биометрического своего паспорта, то есть украинского загран, копия вашей карты, то есть карты ARP, которая уже, да, срок действия истек, то есть лицевую сторону, и подтверждение адреса. Вот с этим, конечно, я не знаю, там, кто живет в этих все разных центрах, там, распределения, там, в отелях, монастырях и так далее, в этом, ну, жилье, да, от государства, каким образом там берут эти справки, я не знаю, но мы снимаем, например, сами, да, жилье, у нас есть официальный документ, то есть контракт, там указано, кто живет, до какого числа, там, сколько платит и так далее, платит, да, то есть у меня проблем с этим нету, с этим документом, вы там уже должны сами спрашивать у своих кураторов или в том жилье, где вы проживаете, да, у администраторов, что и как вам нужно брать. Следующий этап это подаваться онлайн, вот, создайте аккаунт, то есть вы создаете аккаунт в иммиграционной службе, там создание аккаунта занимает 2 секунды, там абсолютно нет никаких проблем, с помощью переводчика, если он у вас есть, вы сможете нажимать создать аккаунт и все. И потом, ну, проверяются документы, туда-сюда, вы скидываете, прикрепляете свои сканированные документы, и продолжение, как говорится, идет дальше. Главное, что я еще вам скажу, вот этот пункт, да, чтобы не платить вот эту вот пошлину, да, за карточку ARP, то есть 300 евро, все остальные платят. Вам нужно выбрать, видите, в пункте 1.19 «Я беженец» или «У меня есть субсидиарная защита», то есть, это, я так понимаю, это такой перевод, временная защита, походу. То есть все, после этого, когда вы подались, вы выбрали все верно, вот видите, карточка вам придет в течение 10-15 рабочих дней, то есть выходные, конечно же, не считаются. То есть это главное, что нужно сдать. Вот все. Дальше есть вот этот email, видите? Вот этот email это то, что если у вас нет карты, либо у вас есть какие-то вопросы, нужно писать на вот этот вот email. То есть, если у вас нет карточки, вы берете сразу, прикрепляете все документы, которые здесь указаны тоже. Вот это, что указано, да, какие надо, копия, кроме, получается, карточки ARP, потому что у вас ее нету. Вы берете тоже все это, прикрепляете и отправляете, и пишите, что у вас нет карточки, там, объясняйте ситуацию по той или иной причине, или просто вы хотите ее получить, да, вы не сдавали там отпечатки, то есть напишите, и, возможно, вам ответят и поставят вас в очередь. Других пока есть способов, если у вас нет карты, никак, то есть либо писать на вот этот email, либо просто ждать, то есть включать режим ждуна и просто ждать, когда дойдет до вас очередь. И вообще, если вы там в списках, но я думаю, все должны быть в списках, потому что списки людей, которые, да, получили там PPS, у каждого есть PPS, по-любому по этому PPS отслеживается количество людей, да, украинских беженцев, которые находятся в Ирландии. Так что, думаю, с этим проблем не будет. Ну, когда дойдет до вас очередь, тоже вопрос, как вот и до нас. Это главное, что я хотел, конечно, рассказать, что вы тут сами должны это сделать. Я бы показал, я бы снял бы вам видео, как это делается, что там нужно какие галочки ставить, как заполнять, это не вопрос. Но у меня нет карточки, я не могу этого сделать. Обратно же,
Напишите, кто удачно уже продлил в комментариях, то есть если у вас получилось, вам пришло, то есть вы ничего не платили и все хорошо. То есть будет приятно почитать комментарии, узнать, что у кого-то уже это получилось, кто-то продлил, ему вернули прекрасную, новенькую, хрустящую, пластмассовую карту. Ну и также пишите в комментариях о том, у кого проблемы с тем, с созданием счета там и так далее. То есть у кого есть какой-то дискомфорт по поводу того, кто сталкивался с ним, если ваша карта уже не действительно, то есть она просрочена. По факту, да, она работает, все там можно, но вы понимаете, что люди, которые вокруг нас, которые живут по правилам десятилетиями, они не понимают, как, если там просрочена дата, как этот документ может работать. Они не могут этого понять, им нужно разжевывать, рассказывать, и это, конечно, не слишком хорошо выглядит. Лучше продлить и уже с хорошим, правильным документом обращаться по той или иной причине. На этом все, ребята. Ставьте лайк, делитесь этим видео с другими своими друзьями, да, или теми, кто собирается приехать в Ирландию. У меня на канале очень много полезной информации про Ирландию, про законы Ирландии и вообще просто про обычную нашу жизнь. Всех обнял, приподнял, всегда на связи.